Всем привет, с вами Малина Travel. Так сильно соскучилась по разговорным видео. Так хочется, если честно, просто с вами поболтать, рассказать вам о каких-то своих последних событиях. Ну, во-первых, мы переехали в Белград. Как я уже очень давно обещала записать это видео, и наконец я до него дошла. Видео, естественно, я записываю уже из нашей новой квартиры. Мы арендовали квартиру в Белграде. В целом этот переезд нам дался не очень проблематично, тем более мы уже знали, куда писать, где искать, что искать, в каком городе, там много всяких критерий, мы все уже это знаем, все сайты знаем, уже, так сказать, не первый раз в Сербии переезжаем. Кто смотрит меня уже давно, в целом знает, что мы несколько раз уже переезжали в Нови Саде. Буквально на Серегин день рождения в марте мы гуляли по Белграду. Еще мы тогда даже и не подозревали, что мы переедем в этот город. И гуляли по этому городу с такой какой-то теплотой и мечтаниями когда-нибудь переехать в этот город. И вы не представляете, через неделю мы уже ищем квартиру в этом городе. И основательно собираемся переезжать. Что мы делаем? Все правильно, мы переезжаем. Вот, уже готовим вещи. Переезжаем в Белград. И мама сделала тортик. Вау, посмотрите. А там внутри вишенка, сливочный сыр и шоколадный ганаш. Сегодня покажем вам на разрезике. Черника? Извиняюсь, черника. Как вообще это произошло и что нас на это сподвигло? Ну, во-первых, в старом жилье, где мы снимали дом в Нови Саде, к нам приехали в гости Серегины родители, они у нас пробыли 2 недели. И к нам подошла собственница и сказала: а когда родители уезжают, мы не можем, чтобы они так долго здесь находились. Ну, естественно, многие сейчас начнут со мной спорить. Естественно, все поступили бы по-разному, и все отнеслись бы к этой ситуации по-разному. Но для нас конкретно мы хотели бы, если уж снимаем какую-то квартиру, да, ну, чтобы нам такие вопросы точно не задавали. Мы как бы хотели, чтобы к нам гости приезжали периодически, не только Серегины родители, да, может быть, мои родители соберутся, может быть, мои братья соберутся, там, или сестра Сереги. Мы хотим, чтобы это не доставляло как бы никому никаких неудобств. Решили переехать. И уже когда заезжали в новую квартиру, уже задавали соответствующие вопросы и договаривались, так скажем, на берегу. Поиск квартир в целом у меня занял сутки, то есть сутки я просто выпала, сидела за компьютером. Сложно то, когда ты не знаешь языка, и тебе нужно писать смски, обычные смски, то есть не все даже номера есть в Вайбере, ну не все им пользуются. Кстати, да, в Сербии очень популярен Вайбер. WhatsApp и Telegram здесь практически ни у кого нет. Мне нужно было в силу своего мало знания сербского языка заходить в переводчик, переводить на сербский, отправлять сразу ссылкой на объявление по смс-ке, да, человеку. В итоге мне писала просто в ответ куча людей, которые тут же отказывали, говорили, что мы уже, к сожалению, сдали, хотя объявления висят. Мы мониторили рынок как Нови Сада, так и Белграда. Но в конечном итоге мы решили посмотреть, где будут варианты лучше. Конечно, преимущественно нам хотелось в Белград, так как здесь столица, и по Серегиным делам как бы больше заказов.
Ну и плюс я занималась кондитеркой и рассчитывала, что в Белграде заказов тоже будет как бы побольше. Итого на момент 30 марта цены в Нови Саде и Белграде были абсолютно одинаковые. Даже в Белграде можно было снять квартиру или дом немножко дешевле, либо так же, но с более лучшим ремонтом. И мы подумали, что это, наверное, нам знак, что надо все-таки переезжать в Белград. Я нашла 3 подходящих варианта, которые мне ответили, что да, они готовы сдать, да, они готовы делать белый картон, да, они готовы в ближайшее время показать. Ну и вообще в целом готовы на то, что иностранцы будут заезжать к ним в квартиру. Так получилось, что на первую квартиру, просмотр которой мы записались, не приехал собственник. Да, и такое тоже бывает, и не так уж и редко, что вы вроде бы договорились, а вроде бы не получилось приехать у собственника. Вернее, он просто забил на нас, короче. Далее мы поехали на следующую квартиру, как раз таки, в которой мы сейчас и находимся. Хозяева здесь живут. А посмотрите, в шкафчики залезть. Здесь шкаф. Такая небольшая диван-кровать. Маленькая прям. Как сказать кастрюля? А я не знаю, как кастрюля будет. Вот такая кухонька. Стол. Диван. Дворик. И туалет. Туалет, ванна, да. Вот такой вот. Когда мы приехали, мне в целом понравился сам домик, он был очень уютный, но мы с Серегой не рассматривали варианты, чтобы собственники жили здесь же на территории, или либо там сверху, либо снизу, как соседи. Нам было это, наверное, некомфортно. Поэтому, посмотрев квартиру эту, нам, конечно, понравилось, и квадратура, и ремонт был получше, но нас, естественно, затормозило, во-первых, то, что нам показалось, что находится далеко от остановки, мне нужно было как-то передвигаться, если Серега будет передвигаться, допустим, на машине, как буду передвигаться я, смогу ли я выезжать в центр. И здесь у нас не было парковочного места, это тоже был огромный минус. Третий минус, который здесь был, это сами собственники, которые здесь и живут наверху. То есть вход у нас как бы отдельный, но они живут здесь, и мы с ними пересекаемся периодически. Но на всякий случай мы уточнили про родителей, что они будут к нам периодически приезжать, нет ли в этом никакого дискомфорта, нет ли никаких проблем с этим. Они сказали, да, конечно, нет, конечно, пускай приезжают. Ну и здесь-то, конечно, огромный жирный плюс. Мы этот вариант отложили в дальний угол и поехали на встречу с собственником другой квартиры. Честно говоря, когда мы заехали в тот район, мне уже не понравилось. Там какой-то цыганский, что ли, район был, коттедж называется. Как-то все было грустно, не знаю, как-то вообще не симпатизировал. Мы доехали до того дома, мы зашли в эту квартиру, но, опять же, там было все прокурено, квартира очень-очень маленькая, она отапливается каким-то маленьким обогревателем. И, конечно, тут очень-очень много минусов, и, если честно, я даже не нашла ни одного плюса. Сама собственница, которая показывала нам квартиру, была тоже очень странная, как будто под чем-то. И этот вариант у нас
отпал буквально сразу же, как только мы переступили порог к этой квартире. Так, здесь кухонная зона, холодильник, шкаф, вот такой стол на 4. Здесь уже прихожка. Здесь получается диванчик и ванная комната, душевая кабинка, получается машинка, туалет. Вот такая история. Едем сегодня в Белград подписывать договор на новой квартире. Надеемся, что все пройдет хорошо. А пройдет все хорошо, конечно же. Часть вещей мы уже с собой загрузили. Оставим их там и приедем сдавать свою квартиру уже и завтра, наверное, или послезавтра окончательно переедем. Сейчас приехали за Серегой на работу, прогулялись и выдвигаемся в Белград. В общем, мы сняли квартиру, подписали договор. Посмотрите, какая красота! Да, давайте сравним, значит, с нашей прошлой квартирой, домом. Вот такой столик. Тут, кстати, пространство намного больше, чем в той квартире. Здесь стол, 2 стула, холодильник. Нам принесут еще печь вместе с комфорками 2. Знаете, такие бывают. Вот как такая печь и сверху еще 2 комфорки. Вот. Потом что? Телевизор. Потом дальше мы, спасибо, идем в комнату. Видимо, здесь были дети. А где свет включается здесь? Вот это? Видимо, здесь раньше были дети, такая маленькая кроватка. Но мы договорились, чтобы нам ее поменяли. Нам сказали, до 1 мая точно поменяют. Вот такая вот красота здесь нарисованная. Видимо, сами рисовали. Дальше здесь у нас балкон. Я вам потом днем еще покажу вид. Но это такая прелесть. Вот такой балкончик. Вон там заканчивается. И вот здесь, друзья, Дунай. Здесь у нас Дунай. Такая красота. Блин, я вам покажу обязательно днем прямо отсюда. Это просто прелесть. Я настолько рада, счастлива. И я счастлива, что я в Белграде. Ну, сразу видно, мама приехала. У нас тут рогалики с сыром, луком и яйцом. Но мы хотели сначала сделать, как мы пробовали в Грузии, вообще просто крутые рогалики с сыром и яйцом, но решили добавить туда зеленого лука. Нам показалось, что так будет сочнее, вкуснее. Надо же было в свою какую-то ноточку ввести. Завтра переезжаем. Сегодня последний день ночуем в этом доме. Скажем ему большое спасибо. И пойдем в новый дом, еще лучше, еще приятнее. С балконом, с видом на Дунай. В общем, там очень много преимуществ. Дом в Белграде мы сняли за 300 евро. Также мы должны платить за интернет 1500 динар, плюс 500 динар с каждого человека, который проживает в этом доме, за воду. То есть, если проживает 2 человека, это 1000 динар, если 4 человека, то 2000 динар. Друзья, как и обещала вам, вид с нашего балкона. Посмотрите, как классно! Друзья, это так красиво. Обалдеть. Здесь у нас какая-то небольшая стройка. Видимо, тут через какое-то время уже будет стоять дом и закроет нам весь прекрасный вид. Ой, надеюсь, это будет не скоро.
Лепота. Вау. Дунай. Мы уже получили первый счет за электроэнергию этого дома. Это был апрель месяц. Мы еще включали отопление, потому что в целом здесь холоднее, потому что мы находимся на пригорке. И вот даже в летнее время здесь попрохладнее. За апрель месяц к нам пришел счет за электроэнергию в размере около 9000 динар. Я перепроверю и вот здесь где-нибудь напишу. За май месяц счет нам еще не приносили, они приносят его где-то дней через 20 после окончания месяца. То есть за апрель нам принесли где-то 20 мая. Вот. Сейчас как раз мы ожидаем счет за май. Май у нас должен быть меньше по стоимости, потому что отопление в мае мы уже не включали. Печку нам действительно привезли, установили. На самом деле это одна из очень неудобных печей. Какой же город мне больше нравится, Нови Сад или Белград? Часто задаваемый вопрос. Мне больше нравится Белград, потому что он больше мне и ближе похож на Москву. Я очень люблю Москву, очень люблю московскую суету, пробки, людей, движуху и все на свете. Здесь есть небольшая суета, это, наверное, для меня просто как отдушина, как напоминание о Москве. Нови Сад я тоже очень сильно полюбила. Единственное, что я не очень люблю жить в таких маленьких городках, потому что ты уже в целом все обошел, все прошел, все знаешь, и как-то картинка не меняется будто бы, как будто каждый день одно и то же. Но Нови Сад очень красивый, и я точно знаю людей, которые жили в Белграде и один раз попавшие в Нови Сад уже стремятся туда переезжать, потому что это супер классный, красивый европейский город. Арендовали мы жилье в районе Вишница. Наверное, это теперь самый лучший район для меня в Белграде. Самый уютный, самый домашний, самый красивый, самый спокойный, самый прекрасный, с чудесными закатами, с отличным берегом, с отличной транспортной развязкой. Мне нравится отдаленность от города. Это крайний район Белграда. Здесь очень экологически чистый воздух. И все, короче, здесь супер классно, и я прям кайфую. Хотела бы я переехать обратно в Нови Сад? Нет, 100% нет. Но хотела бы я вернуться туда снова погулять? Конечно же, да. Мне очень в целом нравится возвращаться туда, где я раньше жила. В этом есть какой-то своеобразный шарм, своя романтика, вспоминать те места, по которым ты гулял, и что с тобой происходило в этих местах, да, где мы с Серегой в сентябре месяце, в начале сентября таскались с чемоданами, с вещами, нагруженные, набитые, с синяками на плечах, потому что они были очень тяжелые. Как мы искали квартиры, как я переживала, как нервничала. В общем, это было очень-очень сильно забавно, когда в целом уже ситуация более-менее наладилась и состояние стабилизировалось. Мне очень многие в комментариях пишут, что я очень медленно говорю. Для кого это очень медленно, пожалуйста, включайте ускорение в настроечках, можно сделать X2 или X1,5, кому как комфортно слушать. Пожалуйста, наслаждайтесь моими видео. Я сейчас очень-очень редко записываю какие-либо видео, у меня вечная нехватка памяти в телефоне, вечная нехватка времени смонтировать эти ролики для того, чтобы освободить память в телефоне. В общем-то, какой-то замкнутый круг.
Но я очень сильно стараюсь и не упускаю возможности какого-то своего свободного времени. Я совершенно не жалею, потому что мне это очень нравится. Мне нравится монтировать, создавать, показывать, рассказывать. Мне нравится читать ваши позитивные комментарии. Ну, у меня по большей части прям позитивные комментарии, наверное, 90%. Только хорошие. Я читаю с таким наслаждением, с такой улыбкой, особенно когда пишут, что так нравится ваше видео, мне так нравится ваш темп, мне нравится смотреть то, что вы делаете. Я просто расплываюсь. Впереди выйдут видео о моей поездке в Россию, о том, какие вопросы мне задавали по приезду, в целом, как прошла моя поездка и мое возвращение обратно. Не буду обещать и ставить сроки, когда выйдет новое видео. Постараюсь, чтобы оно вышло, естественно, побыстрее, для того, чтобы снимать больше нового, интересного, увлекательного, ездить во всякие различные поездки. Спасибо, что остаетесь со мной, что смотрите, досматриваете, пишите, комментируете, лайкаете. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока!